ваш рисунок становится вдруг трехмерным. Чуть-чуть. Зачем нужна тушь в рисовании? Какую за многие годы рисования тушью я выбрал себе. Отличие туши от чернил. Чернила впитывается в бумагу, тушь не впитывается. Она лежит на бумаге, делает на ней небольшой барельеф. То есть ваш рисунок становится вдруг трехмерным. Чуть-чуть. Но это ощутимо. Это видно. На картинках в интернете не видно, но в реальности есть разница. Когда ты берешь лист, нарисованный чернилами, похоже на принт. Может быть такой принт. Но с рисованием тушью такого невозможно. Тушь дает рельеф на рисунке. На этом рельефе работают тени. Микро. Чуть-чуть. Но этого хватает, чтобы понять, что есть разница. Тушь дает материальность, декор и осязаемость. Ты проводишь рукой по листу, ты чувствуешь рисунок. Чернила так не могут. Я много лет рисую тушью. Начинал вот с этого. Это тушь Гамма. Она хороша. С ней все окей. Я рисую русским пером звездочка, советским пером звездочка. И это советский продукт, он работает отлично. Но для начинающих отлично. Но когда приходит требовательность к деталям, когда вам становится важно, как тушь взаимодействует с бумагой, как тушь стекает с пера, как она высыхает, сочетание вот этой вязкости, скорости высыхания, укрывистости, то, что она делает с бумагой, коробит, не коробит, насколько удобно пользоваться банкой. Тут банка большая, окей. Тут банка симпатичная, окей. Это же все тоже важно. Вот такой тушью, как выразилась одна моя знакомая, эту тушь ведрами можно лить на лист. Немножко утрировала, но в принципе так и есть. Потому что просто, бюджетно и здорово. Вот это ты ведрами лить не будешь. Это ощутимо дороже. Ну и по совокупности причин сильно круче. Причины я перечислил. Много лет рисую. Реально в моем рисовании выжили только две. Вот эти. Тушь Гамма, тушь Винзор и Ньютон. Когда идем к этой истории, у нее тоже есть черный тон, но есть невероятный, потрясающий, сумасшедший крутой оттенок сепии. Если убрать все ее плюсы и оставить только этот тон, этот оттенок, я все равно буду пользоваться ей. Потому что он совершенно гениален. Это что-то невероятное. Они нашли что-то, что цитирует работы старинных монстров. А вы знаете, я это обожаю. Поэтому какие бы я цвета не пробовал, что нашли Винзор и Ньютон, мне прям по сердцу. Можно эту банку использовать как чернильницу. Можно эту банку использовать как чернильницу. Это удобно. Можно эту банку использовать как чернильницу. Это не очень удобно. Эта банка тяжелая, опрокинуть ее сложно. Это меньше размером, не такая тяжелая, но опрокинуть еще сложнее. Вот какая у нее форма. Вот эту опрокинуть легко. Она пластиковая. Очень широкое горлышко. Если я опрокину ее, это будет очень драматично. Я думаю, точно она зальет весь мой стол. Проблема. Если у меня закончился Винзор и Ньютон, есть возможность рисовать только гаммой. Понимаете, я гамму залью в эту банку. Или вот в эту банку. Как это ни странно. Потому что вот это как чернильница никакая. А вот это вполне себе ок. И вот это тоже отлично. То есть проблемы даже на стадии дизайна. Но дешево. Дешево, да. Кому нужно дешево, вот welcome. Супер вариант. Про чернильницы, смотрите, есть такая. Это я гулял в Риме, шел в Ватикан по берегу Тибра и увидел, что продают такие симпатичные скульптуры. Я купил Пизанскую башню и Колизей. Они стоили не очень много. 1,5 евро. 1,5 евро вот это и Колоссео 1,5 евро тоже. Конечно, я брал сразу же. Колоссео я подарил, а Пизанская башня, у нее оказалась такая выемка, и туда можно наливать тушь. Это забавно и симпатично. И для своих видосов по рисованию туши я иногда использую вот это как чернильницу. Потому что это инстаграмно, это симпатично, выглядит ок. Чернильница за 1,5 евро. Пизанская башня. Конечно, тушь это больше рисование в домашних условиях. Ну, так более удобно. Но иногда я брал ее на пленер. Вот это. Потому что она может размываться. Ты делаешь контурный рисунок, линейный рисунок домика, потом берешь аквабраш и вот эту тушь с синей крышечкой, значит, водорастворимую, можешь использовать для получения акварельных эффектов. Когда на листе бумаги ты легко можешь создавать затенение. Это очень-очень-очень оптимизирует и упрощает рисование. Поэтому очень рекомендую. Крутая. Потому что тушь лежит на листе, не впитывается. Поэтому у нее есть какое-то время высыхания. Поэтому, если вы правша, то рисовать нужно рисовать лучше. Ну, на самом деле, рисуется вообще как пойдет, как пойдет. Там выкручиваешься. Но лучше слева, у меня вот эта левая рука здесь, направо, сверху вниз. То есть ты рисуешь так, и то, что ты нарисовал, оно высыхает. Пока ты дойдешь до сюда, вот это уже все высохло. Ну, вот так удобнее. Но на самом деле рисуешь там, где надо. И иногда руку ставишь на палец, чтобы не касаться еще не высохшей туши. Иногда бывает размазываешь. Это про тушь, а про чернилки. Основной рабочий инструмент, ручка лами, моя манговая, обожаю. И для нее сейчас использую чернила лами. Вот такая банка, вот она. Чернила ведут себя идеально, все круто. С этим работаю в скетчбуке, когда у меня нет возможности разложить большую историю с пером и с тушью. Ну или когда у меня просто нет такого желания. Перьевая ручка, супер. Вполне внятная альтернатива перу. Перо идеально, перьевая ручка, хороший компромисс. Иногда использую вот эти чернила. Popel Pen. Их можно найти в инстаграме. Popel Pen. Хорошие, мне нравятся. Дают набор симпатичных оттенков. В принципе, их нельзя заливать в такие ручки, но я заливал и в такую ручку, и в параллель Pen. Полет нормальный, но не рекомендуется. Но я делал, проблем не было. Важно понять, автоматические перьевые ручки, в них нельзя заливать тушь. Вот это сюда нельзя. Вот это сюда нельзя. Вот это сюда нельзя.
это была тушь. Вот это чернила. Сюда можно. Это чернила плюс-минус сюда можно. А вот этим можно и с чернилами, и с тушью. Нет проблемы. Вообще нет проблем. Но с тушью лучше, потому что вы получаете те преимущества материальности, о которых я в самом начале говорил. Для туши я предпочитаю бумагу поплотнее. То есть мои скетчбуки это обычно 100 грамм на метр. Ну, бывает 80 грамм на метр. Но поплотнее лучше. Меньше плотность уже ни о чем. Лучше всего показывает на акварельной бумаге. Акварельная бумага это идеально. Это излишне идеально. Офисная бумага не очень. Ну, прям не то. Хотите трудностей? Если вам зачем-то нужны трудности, чтобы у вас не получалось, берите офисную бумагу. Хотите, чтобы материалы и инструменты помогали вам, берите акварельную бумагу. Компромисс между этими это листы скетчбука плотностью 100 грамм. 80-100 грамм. Нормально. Набор чернил у меня еще присолиднейший. Хватит, я думаю, надолго. В общем, всем советую попробовать. Что происходит с серией рисунков по замкам из «Игры престолов». И там еще мелькал немножко Хогвартс. Во-первых, почему? Потому что у меня 2 года назад был проект, реальный проект, где нужно было сделать руины на большом холме. Если дело пойдет, то буду рассказывать. Но тема меня очень заинтересовала, я понял, что это может быть актуально. Я давай это все изучать и практиковать. А вы знаете мой подход. Нужно сделать 100, тогда будет легко. Я думаю, да, я замучу такую серию. И недавно специально для спектакля рисовал большую картину, 1,5 метра на 1,5. Там был проект замка, и там актер играл архитектора, который спроектировал замок. И картину вынесли на сцену, и там она была как целый настоящий персонаж. Это было прикольно. Вот меня это немножко захватило, потому что я почувствовал реальность происходящего. Я думаю, да, я сделаю замок, мое видение «Игры престолов», Королевская гавань. Ее нарисовал, наверное, уже 2 недели назад, и так оставил. Думал, немножко доделаю, но просто нужно туда прийти. У меня все время какие-то другие процессы съедают все мое время. Я приду туда. И у меня идея сделать по Ведьмаку. В этой киношке спорной про Ведьмака замки довольно любопытные. Я посмотрел, порадовался. Наверное, я буду их рисовать. Это интересно. И 100% это будет большой формат. Про большой формат хочется прийти туда еще больше по лайту. Поэтому заказал себе рулон крафта. Потому что он стоит какие-то смешные деньги. 200 рублей. Вот такой рулон. Вообще подарочная крафтовая бумага. Но я буду использовать ее, сами знаете, для рисования. 10 метров на 72 сантиметра. Ну, в принципе, нормально. Я думаю, может быть, раскатать вот так вверх по стене и рисовать фигуру человека. Или замок, или что-то еще. Я не знаю. И делать это намного быстрее, может быть, чем на вот этой вот ответственной белой бумаге. Крафт безответственный. Мне наплевать. Я его испорчу, и мне наплевать. Нет проблемы. Поэтому вот тоже скоро будет про него какой-то результат. И, скорее всего, там попробую рисовать белым. У меня есть текстовые делители, или такие, которые какими закрашивают буквы. Я не знаю, как называется это. Я не помню. Корректор. Во, корректором. Корректором рисовать белым. Плюс черный, конечно, и плюс оттенки сепии. Я думаю, получится интересно. Это про рисование. И тут заскочил в архстудию Special Place, с которой мы работали. Месяца 2 назад делали большой проект. Я говорю, сам проект не могу рассказывать. Могу рассказывать из него фрагменты. Ну и фрагменты пока не буду рассказывать. Я там на финале проекта изрисовал им всю студию, все возможные доступные флипчарты девушками. Симпатичными и раздетыми. Вот, месяц или сколько там у них не был, прихожу, они это стерли. Как они могли? Как они могли? Я не понимаю. Поэтому я немножко расстроился, но в студии появилась нормальная мокка, были конфеты с ликером, и все было хорошо. Посмотрим, как все пойдет дальше. Может, еще будем с ними работать. Тогда вы увидите, может быть, какие-то больше интересные штуки оттуда. Как видите, моя система скетчинга, она работает и на скетчбуках, и на больших листах графики, и на флипчартах, на досках офисных для рисования. Если научиться хотите так, ссылка в описании к видео. Тут супер полезные плейлисты, а вот здесь немножко фоток с бачаты. Люблю я это дело. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао. Пока.